Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня хочу с вами поговорить про светосильный зум Panasonic 12-35 мм f2.8. Система Micro 4 третьих была запущена в 2008 году, как раз таки камерой Panasonic G1. Чуть позже, в 2009 подтянулся еще и Olympus с их первой камерой в этой системе IP1. На обе камеры, если что, у меня есть на канале обзоры. Как-то так получилось, естественно, когда система стартовала, там не было на старте никаких светосильных зумов классных, профессиональных. И вообще были только темненькие киты, которые с дыркой f3.5, f5.6 в лучшем случае. Постепенно, конечно, еще в те же нулевые, в самом конце уже начали появляться отличные высококачественные фиксы. Тоже в 2009, например, появился замечательный, просто прекрасный блинчик от Panasonic 20 мм f1.7. Но в 2011, например, появился просто отличный портретник, бюджетный при этом, от Olympus 45 мм f1.8, который я всем рекомендую к покупке. Он простецкий, копеечный, но при этом работу свою выполняет. Не идеален, но, тем не менее, одно из лучших стекол, по мне, так по соотношению цена и качество вообще в принципе. А в знаковый для системы Micro 4 третьих 2012 год, тогда уже стали появляться какие-то заметные такие подвижки в сторону чуть более профессионального направления, в сторону чуть более взыскательных каких-то энтузиастов. Тогда же был выпущен и Olympus OMD и M5. И первая, наверное, это была, пожалуй, на мой взгляд, такая вот уже нормальная флагманская модель. Это не просто какая-то любительская камера раздутая, но у нее была уже хорошая матрица на 16 мегапикселов, 5-осевая матричная стабилизация, влагозащита, отличный OLED-дисплей с тач-управлением. То есть куча фишек, которые прям говорят о том, что она крутая. И как раз в этом году, в 2012, появились первые у Panasonic тоже в системе профессиональные светосильные зумы. Для примера, это 35 на 100 мм f2.8 с дыркой. Получается эквивалент 70-200 стандартного такого. И наш сегодняшний герой 12-35 мм f2.8. Соответственно, эквивалент 24-70. Olympus какое-то время свои флагманские модели, как раз и M5, и M1, вышедшие в 2013, поначалу снабжал своего производства интересным очень по конструкции объективом, не самым выдающимся, но довольно прикольным. У меня обзор на него есть. Это Olympus 12-50 мм f3.5, f6.3. В 2013 году они тоже наконец сделали свой очень крутой профессиональный светосильный зум 12-40 мм f2.8 Pro. И когда я, например, брал первую единицу, не помню там уже в каком году, по-моему, в 2014, и первое время я гонял именно с ним. Я брал ее китом сразу, то есть и M1, и 12-40 f2.8. Довольно долго я на него поснимал, объектив просто прекрасный, просто отличный. Как только в продаже появился более универсальный объектив, потому что, в принципе, мне светосила особо большого значения никогда не имела, потому что на микре, господи, там стабилизатор есть. Поэтому я потом поменял его на 12-100 f4 IS Pro. Потому что один этот объектив закрывал, в принципе, практически все нужды. Это 24 на 200 мм с постоянной светосилой f4, еще и со встроенным стабом, который в комбинации со стабом в тушке работает. То есть, что тебе еще-то надо вообще? Panas 12-35 мм и Oleg 12-40 мм это объективы, примерно одного уровня, одного примерно класса. Но все же, на мой взгляд, по моим ощущениям, по крайней мере, Olympus все же более, наверное, совершенный оптически. У него, если что, тоже не абсолютно идеальная картинка на самом широком углу, на эквиваленте 24 мм. Там тоже есть небольшие косячки с хроматическими аберрациями. Но если смотреть в целом, то, конечно, да, наверное, у Olympus
гораздо меньше таких легких, несуразных каких-то косяков на широком углу. То есть тут меньше виньетки, меньше хромоты, меньше мыла по углам на открытой диафрагме. И, что немаловажно, меньше дисторсии. Да и к тому же Olympus чуть длиннее в телеположении, что тоже, в общем-то, небольшой, но все-таки плюс. И выбирая между двумя этими объективами при покупке, я бы, конечно, наверное, выбрал Olympus, потому что на вторичке они стоят примерно одинаково. Иногда даже по неведомым мне причинам Panasonic оказывается дороже, хотя он более старое стекло и менее совершенное, но тем не менее. То есть по здравому рассуждению, если ты смотришь на вторичке объективы для микро 4 третьих и у тебя Olympus, лучше выбрать все-таки стекло именно Olympus. Но Panas 12-35 мм, он не плох и не ужасен, особенно если ты собираешься его использовать на какой-нибудь флагманской модели Panasonic. Как в данном случае, когда я его тестировал, я использовал его с Panasonic Lumix G9. Камеру и объектив мне предоставил мой подписчик, за что ему большущее спасибо. И, кстати, если у вас есть интересная фототехника или какие-то объективы, которые вы хотели бы увидеть, как я протестирую по своим странным методикам съемки рандомных каких-то вещей и бомжей, то, пожалуйста, можете спокойно мне их передать на временное пользование. Я потещу и вам верну в целости и сохранности. Можете связаться со мной в контактах, которые указаны в описании. Также, если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать развитие моего канала, потому что практически всю технику, ну, как, не в данном случае, когда здесь мне подписчик дал, но в основном практически все, что я обозреваю, я покупаю за свои деньги, так что можете подписаться также на мой Boosty, также по ссылке в описании внизу. Ну, хватит, наверное, отступлений, давайте теперь для начала поразглядываем объектив. Ну что ж, объективчик компактный и легкий, ну как для светосильного эквивалента 24-70 мм f2.8 с постоянной светосилой. Из-за странного вот такого фиолетового окраса его некоторые пользователи любовно называют баклажаном. Вообще, конечно, дизайнеры Panasonic в начале 10-х годов творили какие-то дикие вещи. Весь корпус испещрен кучей бесполезных надписей, как какой-то, не знаю, Шанбайк. Тут красным написано HD, вот тут какой-то шильдик Nano Surface Coating. Я, конечно, понимаю, что круто, что у тебя тут нано-покрытие линз, но можно как-то об этом на самом объективе не писать во всеуслышание. Ну, надпись Lumix, всякие разные другие надписи, но самое важное... Отрадно вот видеть вот эту надпись, что Made in Japan. Ну и раз уж мы тут крутим объектив, то вот слева, если установлен объектив на камеру, находится переключатель on-off для стабилизатора. Стаб имеется, и он даже довольно неплох. Это PowerOS фирменный Panasonic. У них долгое время, у Panasonic, в отличие от Olympus, не было стабилизатора на матрице, то есть они только за счет стабилизаторов в объективах обходились. И если объектив потрясти, то можно услышать, как линза внутри слегка шуршит. Кстати говоря, PowerOS у этого объектива, насколько я понимаю, с камерами, у которых есть уже стаб на матрице, работает в сочетании. То есть они значительно лучше тогда стабилизируются. Влагозащита также у объектива имеется. Тут есть резиночка уплотняющая. Но в отличие от, опять же, Pro стекол Olympus, тут нет каких-то заявленных чисел IP. Так что степень защиты здесь неизвестна. Тот же Olympus, например, он указывает у своих объективов, что IP53, то есть полная защита от пыли и защита от брызг, падающих сверху. Ну, там, на самом деле, я в довольно лютых условиях, чуть ли не в душе, например, под краном там намывал Olympus, и все было нормально после одной съемки в грязище. Ну и на этот объектив я абсолютно спокойно снимал и в дождик, и в снег, и все с ним в порядке. Кольцо зума прорезинено, причем резинка, я смотрю, тут совсем не рассохлась, очень хорошо себя чувствует.
Ну, есть какие-то небольшие потертости. Объектив вообще такой довольно уставший. Видно, что им пользовались. По нему прям заметно. Потертый такой. Но, тем не менее, этот тертый калач, он нормально себя чувствует, вполне себе хорошо работает. Ну и отмечу, что при зумировании тубус он выдвигается линейно, то есть не ходит туда-сюда, а просто удлиняется, когда ты увеличишь фокусное расстояние, что тоже довольно приятно, а то на самом деле часто у дешевых всяких зум-объективов вот это смущает, когда он туда-сюда начинает елозить, и вообще непонятно, что происходит. Колечко фокусировки вообще, судя по всему, пластиковое, и оно точно электронное, никакой механической связи не имеет, крутится сколько угодно в любую сторону. Ну и вообще для объектива с такой стоимостью, как у этого, насколько я помню, он там $1300 стоил на выходе, многовато как-то пластиковых все-таки здесь компонентов. У того же Олимпуса за те же примерно бабки, мало того, что объектив 1240, а не 1235, но он еще и все-таки гораздо более металлический, и там есть все-таки механическое колечко с прикольным клатч-механизмом, когда переключаешься в ручную фокусировку. Диаметр светофильтра здесь 58 мм, что довольно-таки неплохо. То есть он компактненький, такой маленький. Светофильтры на 58 мм все-таки не особо дорогие. Ну и, конечно же, этот 1235 хорошо смотрится на больших профессиональных тушках. Типа вот как вот этот G9, ну или на современной GH серии, там GH5, GH6, ну а на компактных любительских сериях типа вот этого GF7, ну выглядит, честно говоря, как-то абсолютно нелепо. Так что объектив все-таки довольно громоздкий получается для таких совсем уж крохотных камер. Поэтому да, использовать его лучше все-таки на про-тушках. Сразу же сходу хочу сказать, что резкость у объектива просто отличная, она прямо, даже я бы сказал, наверное, избыточная. Резкость у объектива реально настолько хороша, что, наверное, она, пожалуй, разрешила бы прекрасно и с большим разрешением матрицы. Ну, как мы видим на GH6, там уже 25 мегапикселов. Хотя, конечно, на широком углу, на диафрагме максимально открытой в 2.8 разрешение по углам не идеальное, но тут скорее, наверное, из-за того, что тут при исправлении дисторсии происходят некоторые искажения, но про это чуть позже. Но на остальных фокусных, и особенно в телеположении, на f2.8 тоже все отлично. А так, если что, прикрываешься до f4, и у тебя абсолютно весь кадр по всему полю резкий, как бритва, просто максимально. Мельчайшие текстуры материалов передаются просто отлично. Можно на любой диафрагме снимать, что характерно, любые объекты с близкого расстояния, у тебя хромота не лезет. То есть, бывает такое, что объектив, не знаю, надо ли это объяснять, но на приоткрытых диафрагмах многие объективы с близкого расстояния хромоту начинают ловить, когда ты снимаешь, а вдалеке все нормально, казалось бы. Здесь такого нет, здесь с какого угодно расстояния ты бы что ни снимал, у тебя всегда картинка достаточно чистая, резкая и красивая. Раз уже зашла речь про светосилу, то, конечно же, на диафрагме f2.8, плюс при том, что у самого объектива есть стаб, то есть его можно использовать на тушках, где на старых Panasonic еще нет стабилизатора, что дополнительно позволяет тебе не поднимать ISO, не использовать штатив в вечернее время. Я на Panasonic G9, у которого у самого в тушке отличный стаб, на открытой диафрагме снимал абсолютно смело, посреди ночи, ни разу ISO выше 200 не поднимая. Ну и понятно, что на какую-то там немыслимую бакешку тут надеяться не приходится, все-таки это микро 4/3, и даже на открытой дырке f2.8 тут прям супер размытия какого-то не будет. Боке немножко нервная, немножко некрасивые кружочки, мне, честно говоря, не очень нравятся. Но, тем не менее, если снимать что-то с близкого расстояния, на максимальном фокусном расстоянии, опять же, то кое-какое размытие получить все-таки можно.
Ну а можно наоборот слегка прикрыть диафрагму, допустим, и на широком углу 12 мм, прикрывшись до f4, получить совершенно замечательный гиперфокал и снимать себе в свое удовольствие стрит. Никаких звуков при фокусировке объектив не издает, ничего у него не лозит, так что он, конечно, не маленький, он довольно крупный, но тем не менее вполне себе подходит для того, чтобы так вот незаметно поснимать. Про хорошее поговорили, теперь давайте пробежимся по минусам, поговорим о том, какие здесь есть недостатки. Самый мощный недостаток, который прямо бросается в глаза, если дотошно ковыряться, то увидеть можно, что на широком углу, на 12 мм и даже на 14 мм у объектива присутствует целый букет серьезных проблем. У него очень сильная дисторсия, довольно ощутимая, заметная виньетка присутствует, и также циановая кайма по самым краям кадра, такая прям очень-очень заметная. Но это можно увидеть, только отключив внутрикамерную коррекцию. Если ее включить, то ничего, конечно, и не заметите. Ну вот еще парочка примеров с включенной и выключенной коррекцией, что называется, ебануться, стены гнутся. А вот на этом более светлом примере как раз видна хорошо очень виньетка. Хотя в то же время можно отметить и то, как объектив вот с такой сложной оптической схемой справляется с прямо на него светящим солнцем. Нет никакой потери контраста, каких-то засветок, лишь очень маленький едва различимый блик. Вот еще один пример в радикальном таком контровом свете. Все-таки нанопросветление, похоже, про которое тут постоянно пишут, и правда отлично справляется. Хроматические аберрации, конечно же, тут присутствуют, особенно на открытой дырке, особенно по краям, но в целом их не очень много, они достаточно тоненькие, то есть там буквально какие-то, я не знаю, там в 1 пиксель могут быть каемочки, и, естественно, если включить коррекцию хроматических аберраций в самой камере или сделать ее на постобработке, буквально там нажав одну кнопку, чтобы хромота исчезла, все, вы никогда об этом не узнаете, никогда их не заметите. Так что можете не беспокоиться, снимать любые там ветки, какие-то, все что угодно, какие-то мелкие контрастные детали, будет все очень чистенько. Ну и высокая очень резкость этого объектива, опять же, идет на пользу при съемке пейзажей. То есть каждая там веточка, каждый листочек, каждая там какая-то кора, не знаю, будет у вас прорисовано просто замечательно. Panasonic 12-35 мм f2.8 мне, в общем-то, в целом понравился. Это хорошее стекло, оно и не, может быть, и не лишено недостатков. И да, наверное, если ты имеешь какую-то флагманскую тушку Олимпуса и хочешь купить себе светосильный зум, то лучше взять на него все-таки более совершенный, более современный Olympus 12-40 мм f2.8 Pro. Но если у тебя какой-то флагманский Panasonic, то здесь, конечно, будет более здравым решением взять именно этот объектив из-за их дружбы на программном уровне, потому что тушка будет исправлять любые недостатки твоего объектива, объектив будет там ей подпевать максимально. Тут можно отметить один из минусов Micro 4 третьих, то, что у них немножечко на программном уровне объективы и тушки между Olympus и Panasonic не унифицированы. Объектив, конечно, хорошо подходит для различных сценариев, но если бы я себе заимел, допустим, какую-то профессиональную тушку Lumix, голую, да, просто боди взял, а потом решил бы купить себе какой-то классный профессиональный зум на нее, то я бы скорее обратил внимание на 1260 f2.8 f4. Ну, паналейку, которая более совершенная, более современная и более универсальная. Здесь получается разлет все-таки фокусных довольно серьезный, уже 24-120, ну хотя диафрагма и переменная, но на микре это не будет так радикально как-то заметно и играть какую-то серьезную роль. И, кстати говоря, мы сегодня про вот этот баклажанчик говорили, это первая версия самой объектива, существует еще также и вторая версия, которая оптически не сильно отличается, но по дизайну чуть посимпатичнее, потому что она не такая пестрая. И недавно, буквально вот в этом году, в январе, представили третью версию, у которой уже оптическую схему переработали, и там вот изменения прям более серьезные, она резче, круче, мощнее и так далее.
Этот объектив я в руках еще не держал, но, по крайней мере, по пресс-релизу, судя, да, там действительно серьезные какие-то изменения внесли. Ну, а я надеюсь, что мое видео окажется для вас полезным. Если вам все понравилось, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. Я их стараюсь регулярно выпускать. Всем хороших снимков и пока!